Канада одна из стран с наиболее простой иммиграционной программой. Ежегодно она принимает более 100 тысяч человек на постоянное место жительства. В основном это связано с лояльными требованиями к абитуриентам и, конечно, возможностью получить разрешение на работу по окончанию колледжа или университета. Министр иммиграции и гражданства Канады также объявил, что в 2020-2022 годах у страны в планах принять 1 миллион иностранцев. Это касается высококвалифицированных специалистов с хорошим знанием английского языка. Приоритет всегда будет у тех, кто получил в Канаде высшее образование и имеет опыт работы в стране хотя бы 1 год. По мнению министра иммиграции Канады Марка Мендичина, будущее страны зависит от иммиграции. А значит, есть необходимость проведения беседы о том, сколько человек нужно Канаде для того, чтобы обеспечить процветание экономики. В первую очередь, эта необходимость возникает из-за канадских реалий демографии. Поскольку страна имеет невысокий уровень рождаемости и у канадцев повышается уровень жизни, при этом не имеют они достаточное количество детей для того, чтобы поддерживать численность населения, это ощутимое давление на экономику и положение финансов. Связано это с тем, что на финансирование растущих государственных расходов, таких как здравоохранение, приходится рассчитывать на меньшее количество сотрудников, которые будут стоить дороже, так как доля пожилых канадцев продолжает расти. Мендичина высказал, что весомая часть решения заключается в том, чтобы принимать иммигрантов. На сегодняшний день около 80% прироста населения в Канаде происходит за счет как раз таки иммигрантов. И если верить прогнозам, примерно через 10 лет она достигнет 100%. Вот по какой причине в Канаде ожидается больше, чем 1 миллион иммигрантов в течение последующих 3 лет. Как работает иммиграция для выпускников учебных заведений? Выпускники колледжей и университетов получают разрешение на работу PGWP или Postgraduate Work Permit. А срок этого разрешения зависит от количества лет обучения в Канаде. Если программа обучения была менее 3 лет, то PGWP будет равен сроку обучения. Если студент закончил программу бакалавриата, которая рассчитана на 4 года обучения, то срок Postgraduate Work Permit будет выдан на 3 года. За этот период времени выпускник может трудоустроиться, поработать на канадского работодателя как минимум 1 год, и в некоторых провинциях это может быть полгода или наоборот 1,5, в зависимости немножко от провинции. Но именно официально 1 год. В Канаде бальная система иммиграции, то есть кандидаты получают баллы за возраст, в идеале 20-29 лет, максимум 100 баллов. За знание английского языка, чем лучше, тем выше баллы, соответственно, за образование. Максимально высокие баллы получают кандидаты, получившие образование в Канаде. И дополнительные баллы за опыт работы, минимум 1 год в Канаде, дает преимущество. Таким образом, закончив учебное заведение, отработав 1 год на канадского работодателя, выпускник имеет право подавать документы на временный вид на жительство. Набирает при этом самые высокие баллы и легко проходит по программе Canadian Experience Class. А для того, чтобы подать заявку на получение гражданства Канады, кандидаты должны иметь статус постоянного резидента страны минимум 5 лет, из которых он должен находиться в Канаде не меньше 1095 дней, то есть 3 лет. Что выбрать? В Канаде существует огромное количество государственных и частных учебных заведений и, соответственно, программ обучения. Поэтому сначала, конечно же, нужно определиться, чему и зачем учиться, а потом уже выбирать, где именно это делать. А некоторые студенты также выбирают в пользу определенных провинций или территорий. Очень часто наши студенты и их родители не понимают разницу между канадским университетом и канадским колледжем. И тот, и другой являются высшими учебными заведениями, имеющими право присуждать степень бакалавра. Только колледж предлагает более прикладное образование, а университет более теоретическое. В колледжах, помимо программ бакалавриата, очень популярны 2-3-годичные дипломные программы, которые можно расценивать как диплом младшего специалиста. Для выпускников школ и годичные 2-годичные сертификатные программы поствысшего образования для выпускников университета. Колледжи разрабатывают такие программы специально под запросы современного рынка труда. И, как следствие, выпускники дипломных и сертификатных программ колледжей становятся востребованными специалистами. Обладают
не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Ну вот, например, Дуглас колледж, который находится в Ванкувере, является одним из лидеров престижного экономического рейтинга Forecasted Future Economic Growth, несмотря на то, что это колледж, а не университет. Стоит добавить, что во многих колледжах и университетах сразу же прямо на территории учебного заведения имеются карьерные офисы, департаменты, отделы, куда студент может прийти еще на этапе обучения. И отделы, департаменты, они прямо на месте публикуют должности, специальности, вакансии, которые предоставляют различные компании прямо на территории учебного заведения. И студент, еще учась в учебном заведении, может пройти практику, оплачиваемую практику. Ну, не круто? Круто. Некоторые выбирают чуть более длинный путь, но менее затратный. Поступают в колледж на двухгодичную дипломную программу. По ее окончанию получают постстуденческую визу, работают 1 год, получают вид на жительство и продолжают обучение уже в университете как местные студенты. Стоимость для местных студентов в 2, а иногда и в 3 раза ниже, чем для иностранцев. Здесь момент, на который хочу обратить внимание. Часто, когда вы смотрите на различных сайтах учебных заведений стоимости программ, то вы можете перепутать и обратить внимание на стоимость для местных студентов. И она будет отличаться. Поэтому при формировании вашего бюджета нужно этот момент обязательно учитывать и проверять. Нам нередко звонят семьи, как правило, это родители, которые говорят: а вот мы видели вот такую-то стоимость, но она не соответствует действительности, она никак не касается нас, как иностранцев. Она касается местных студентов, естественно. Она ниже, естественно, нам становится после этого не так, скажем, приятно, потому что платить больше. И такая ситуация наблюдается также в Америке, в Великобритании. Для местных всегда дешевле. В России, кстати, тоже. Если иностранцы к нам приезжают, они, как правило, платят больше, чем мы. Раз заговорили о стоимости, сколько же все это стоит? Образование в учебных заведениях Канады является недорогим по сравнению с ценами на образование в других странах, англоязычных, естественно, что является одним из мотивов, по которому студенты разных стран предпочитают актуальные и пользующие спросом программы конкретно в канадских колледжах или университетах. В колледжах цены на обучение в 2020 году составили от 10 тысяч до 20 тысяч канадских долларов, в зависимости от расположения и рейтинга колледжа, а также от выбранной специальности. Здесь стоит заметить, что курс канадского доллара всегда был ниже к рублю, чем курс американского. Как правило, стоимость программ, которые предлагают работу в научных лабораториях, выше, чем те, где этого не требуется. Что касается университетов, то стоимость обучения стартует от 20 тысяч канадских долларов. И чем более высок рейтинг университета, тем более высокая стоимость обучения в данном учебном заведении. В топовых университетах или колледжах цены могут достигать 50-60 тысяч канадских долларов за год. Выбирая обучение в Канаде, следует учитывать, что обучение здесь платное для всех. Как для канадцев, так и для иностранцев. Как поступить? Одно из преимуществ канадского образования – это то, что выпускники наших школ принимаются сразу на первый курс, без необходимости подготовительного года, кроме топовых университетов. Поэтому школьники, обучаясь еще в 11 классе, могут уже подавать заявки на обучение, желательно к началу 11 класса уже иметь международный сертификат на знание английского языка. Хороший уровень. В момент подбора учебного заведения необходимо обращать внимание на специальность. Она должна представлять интерес не только для будущего студента, но и для самой страны. Более востребованными до сих пор являются айтишники, инженеры, финансисты, маркетологи. Отличные знания английского и хорошие оценки, естественно, увеличивают шансы на поступление в желаемое учебное заведение и желаемую программу обучения. Если студент планирует поступление именно в топовое учебное заведение, то большим преимуществом будет закончить в Канаде среднюю школу. Студентам, которые рассматривают поступление на творческие специальности, обязательно наличие портфолио. Требования по портфолио зависят от учебного заведения и от конкретной программы обучения. Обзор на 5 университетов и 5 колледжей, куда вы можете поступить. Это наша подборка. И, естественно, все ссылочки на учебные заведения будут доступны в описании к данному видео, поэтому переходите, вы можете посмотреть их
всех у нас на сайтах, познакомиться, прочитать всю информацию, ну и, естественно, задать любые вопросы. Университет Брока, Брок University, BU, государственный университет Канады, открывший свои двери для студентов и преподавателей в 1964 году. Располагается он в городе Сент-Кэтринс, в 52 километрах от Торонто. Поступить сюда можно как на бакалавриат, так и в магистратуру. А иностранным студентам университет также предоставляет помощь с размещением, что очень важно. В ВУЗе 6 факультетов. Факультет здравоохранения, педагогический, математический факультет и факультет точных наук, факультет социальных наук, гуманитарный факультет, а также факультет повышения квалификации. Здесь есть одна бизнес-школа и школа искусств, где в общей сложности обучается около 17 тысяч студентов. KPU, он же Kwantlen Polytechnic University, политехнический университет Ванкувера. Основан в 1981 году, и несмотря на то, что он достаточно новый, он успел уже завоевать отличную репутацию и популярность во всем мире. Настоятельно рекомендуем посмотреть. Очень классный университет. Помимо того, что университет принимает студентов для обучения на бакалавриат и магистратуру, он также предлагает курсы по подготовке к поступлению для старшеклассников и курсы повышения квалификаций. А привлекает университет также тем, что здесь возможно получить двойную специальность. Манитобский университет, он же крупнейший в Манитобе научно-исследовательский университет. Он же крупнейший научно-исследовательский университет в городе Виннипег. Это один из первых университетов Канады, снявший запреты на какие-либо ограничения в приеме студентов. Здесь учатся студенты со всего мира, разных национальностей, культур и вероисповеданий. Ну и вообще в целом Канада очень многокультурная страна. Здесь есть студенческий центр, центр помощи иностранцам, куда можно обратиться в случае необходимости найти жилье, что очень важно, и даже место в принимающей местной семье. А кто-то предпочитает жить в семьях, ну, чтобы лучше, быстрее интегрироваться. Университет имеет несколько кампусов. Форт Гэри, Банатайн и центр имени Уильяма Нори. Форт Гэри — это главный студенческий городок, состоящий из 60 корпусов, где проходят основные преподавательские и исследовательские программы университета. Банатайн — это кампус в самом центре Виннипега, недалеко от центральной больницы. Здесь находятся медицинский, стоматологический, фармакологический факультеты, высшая школа физической реабилитации и дентальной гигиены. В центре Уильяма Нори находится высшая школа социальной работы. Ванкувер Film School. Это киношкола в Ванкувере, предоставляющая возможность пройти краткосрочные, то есть одногодичные дипломные курсы. Стоит упомянуть, что среди преподавателей лауреаты Оскара и Эмми, работающие в таких компаниях, как Paramount, Electronic Arts. В Vancouver Film School вы можете не только выучиться на актерах, но и пройти такие специальности, как игровой дизайн, различные компьютерные предметы, искусство сцены, грим и макияж для телевидения и множество других. Хотя школа и предлагает краткосрочные курсы, обучение довольно интенсивно, а сама школа сотрудничает с высшими учебными заведениями, куда после окончания можно поступить сразу на третий курс бакалавриата. Среди университетов-партнеров British Columbia Institute of Technology, Simon Fraser University и множество других. И под номером 5, раз мы упомянули, университет Саймон Фрейзер является одним из лучших вузов Канады, входит в двадцатку. По мнению специалистов, его лучшими направлениями являются искусство и гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, экономика и бизнес. Среди программ обучения есть бакалавриат, магистратура, MBA, подготовительные курсы для поступающих. Но по версии журнала Maclean's университет входит в список лучших высших учебных заведений. Далее по колледжам. Мухак колледж. Один из лучших канадских колледжей, обладающих современной инфраструктурой и огромным списком технических возможностей. Кстати, в этом колледже я был лично. Процент трудоустроенных выпускников достаточно высок, 90%. Как вам такой? Закончил колледж и
практически всегда устроился на работу. И большинство из них находят работу по специальности уже в первые полгода после выпуска. В колледже представлен огромный выбор программ, всего их около 130, поэтому смысла описывать нет никакого, лучше зайдите на сайт и посмотрите. Здесь есть и дипломные программы длительностью в 2-3 года, есть и полноценное обучение на бакалавриате 4 года, и есть постдипломное образование 1 год, а также курсы английского языка для иностранцев и летние программы. То есть, если вы хотите на длительное обучение, можете приехать заранее, скажем так, протестировать его. Ниагара колледж – учебное заведение из группы колледжей прикладного искусства и технологий. Больше всего известен благодаря подготовке в области туризма и кулинарного искусства. Кстати, насчет туризма. Ниагара колледж. Рядом Ниагарский водопад. Ниагарский водопад известен во всем мире. Это потрясающее место. Посещал лично несколько раз. И это целая туристическая мекка канадская, где полным-полно туристов. Популярные и очень сильные специальности в сфере туризма, потому что очень высокая вероятность трудоустройства. И, конечно, любая сфера туризма, она прям граничит или идет параллельно с кулинарным искусством. В любой гостинице, ресторане организуется питание, поэтому здесь, на мой взгляд, все очевидно. Да и колледж сам, в принципе, заинтересован в том, чтобы после окончания обучения трудоустроить как можно больше своих выпускников. Таким образом, 90% бывших студентов колледжа Ниагара трудоустраиваются в первые полгода после его окончания. В колледже также устраиваются ярмарки вакансий, где принимают участие представители крупнейших компаний. А значит, у студентов есть возможность найти работу еще во время обучения. У меня есть очень интересный выпуск из Швейцарии. Я был в Швейцарии как раз-таки на таком мероприятии, на выставке вакансий как раз в сфере гостиничного управления. И присутствовало огромное количество гостиничных сетей, представителей гостиничных сетей Marriott, Four Seasons, Hyatt со всего мира, и студенты также встречались, показывали свое резюме, общались. В общем, посмотрите этот выпуск, посмотрите, как все это происходит за границей. Реально очень круто. Там же и общение со студентами, они рассказывают, кто трудоустроился, кого взяли на работу. Ссылочка будет под этим видео. Дуглас колледж представляет своим учащимся возможность выбора индивидуального плана обучения. Студенты могут провести 2 года в основном кампусе, а во время 3-го года отучиться в одном из партнерских канадских университетов. Помимо привычных программ обучения на бакалавриате и в магистратуре, вуз также предлагает особые карьерные программы, длящиеся 2-3 года. Centennial College – старейший муниципальный колледж провинции Онтарио. В колледже располагается 4 кампуса, в каждом из которых по 7 отделений. Среди факультетов учебного заведения есть туризм, бизнес, инженерные технологии, производство, компьютерные науки, маркетинг, коммуникации, английский язык и здравоохранения. Для иностранцев колледж проводит специальные ознакомительные мероприятия и в целом предлагает свою помощь в различных вопросах, что немаловажно для вновь прибывших иностранцев. Колледж имеет партнерские отношения с большим количеством университетов Канады, среди которых университет Торонто, Брока, Ватерлоу, и многие другие. Шеридан колледж представляет собой государственный политехнический институт. Здесь есть факультеты анимации, прикладных исследований в области здоровья и сообщества, прикладных наук и технологий, бизнеса, гуманитарных и социальных наук, непрерывного и профессионального исследования. Помимо того, что колледж дает достойное образование, сочетая теорию с практикой, он также отводит большую роль спортивному и творческому развитию. Это, кстати, очень большая особенность канадских учебных заведений. В колледже были созданы профессиональные спортивные команды по баскетболу, футболу, волейболу и другим видам спорта. Есть здесь и возможность попробовать себя и в творчестве. Театр, музыка, вокал. Иммиграция через обучение наиболее легкая и в плане адаптации, и в плане
эффективности. В числе претендующих на вид на жительство Канада больше всего отдает шансов тем, кто получил образование в местном колледже или университете. Это объясняется тем, что выпускники учебных заведений Канады абсолютно точно владеют высоким уровнем английского. Ну, а где-то еще и французского языка, ну, если, к примеру, вы учились в Квебеке. У вас есть опыт пребывания в стране, понимание ее культуры и традиций. И также выпускники имеют более высокий спрос у местных работодателей, чем обладатели дипломов иностранных вузов. Поэтому учеба в вузе Канады – это реально самый простой способ закрепиться в этой стране. Задавайте ваши вопросы в комментариях под видео или заходите к нам на сайт www.maps.ru, где вы можете написать нашим консультантам в режиме онлайн. И не забывайте подписаться на мой инстаграм, потому что часто мы проводим там прямые эфиры. Они остаются в записи, прямые эфиры с иностранными представителями или с русскоговорящими, кто живет за границей, работает за границей, эмигрировал туда, получил вид на жительство. И в ближайшее время